Каждый ребенок, независимо от своей внешности, имеет право на любовь и заботу. Но, к несчастью, в истории мальчика по имени Максим все сложилось иначе. Реакция его родителей в момент его появления на свет была по-настоящему трагичной. В итоге они оставили его, однако спустя много лет он сам нашел их, и дальнейшие события способны удивить кого угодно. В детстве все мы строим планы и мечтаем о будущем. Алексей и Екатерина не стали исключением. С самого начала их отношений они представляли, какой будет их жизнь. Они грезили о крепкой семье и детях, которые будут радовать глаз окружающих. Им хотелось, чтобы их сыновья и дочери взяли самые красивые черты родителей: глаза Алексея небесно-голубого цвета, пухлые губки Екатерины, изящную фигуру и ослепительную улыбку, способную покорить этот мир. Это казалось им само собой разумеющимся, ведь они сами были молоды, привлекательны и привыкли ловить на себе восхищенные взгляды. Но за внешней привлекательностью скрывалась непростая реальность. Оба выросли в семьях, где деньги приходилось экономить. После школы об университете не могло быть речи, да и особого желания грызть гранит науки у них не возникло. Их цели были более простыми и практичными: найти работу, скопить немного денег и открыть собственную небольшую палатку с уличной едой. Им не нужны были шикарные особняки и дорогие авто, лишь уютная квартира, постоянный доход, пара детишек и поездка на море раз в год. Когда обоим перевалило за 20, они поняли: пора действовать. Екатерина трудилась помощником воспитателя в детском саду, а Алексей работал на мебельной фабрике. Свадьбу сыграли небогатую, но веселую, с родными, друзьями и танцами до утра. На душе было легко и радостно, казалось, что все получится. Вскоре Екатерина узнала, что беременна. На 18-й неделе УЗИ показала: будет мальчик. Алексей светился от радости, нежно обнял жену и уверенно произнес: «У меня будет наследник. И он обязательно будет похож на меня». Беременность проходила спокойно. Но однажды ранним утром у Екатерины внезапно отошли воды. Перепуганный Алексей мчал ее по пустым утренним дорогам в роддом. Врачи быстро установили, что ребенок лежит неправильно, и приняли решение об экстренном кесаревом сечении. Екатерина старалась сохранять спокойствие, она верила в медиков и даже сквозь волнение пыталась улыбаться. Та ночь перевернула ее жизнь навсегда. Минут через 20 в операционной раздался первый крик младенца. Но вместо радости воцарилась мертвая тишина. По глазам врачей все стало понятно. Кто-то из хирургов, не сдержав эмоций, обронил фразу, которая поразила Екатерину в самое сердце: она родила монстра. У мальчика оказался ярко выраженный гипертрофоз, все его тело было покрыто густыми темными волосами. А на спине обнаружился врожденный горб. Когда Екатерине принесли ребенка, она в ужасе отшатнулась. «Нет, это не мой сын. Вы подменили его. Унесите!» Закричала она. Алексей отреагировал еще жестче, набросился на докторов с обвинениями, что они изуродовали малыша, угрожал разборками и жалобами. «Это не может быть мой ребенок. Вы что-то скрываете!» Орал он в коридоре. Медики пытались объяснить, что существуют операции, способные облегчить состояние мальчика, и что у него есть все шансы вырасти и стать счастливым. Но Алексей с Екатериной и слушать не желали. Их грезы об идеальной семье разбились вдребезги. Место радости заняли страх, стыд и злость. Они ночами напролет обсуждали, что скажут люди, как отнесутся знакомые, соседи и коллеги. Как они покажутся на людях с таким ребенком? Что станет с их планами на бизнес и привычным укладом? Мир рушился на глазах, Максим часто болел, врачи назначали дорогие лекарства и постоянные обследования. Усталость, отчаяние и чувство безысходности нарастали с каждым днем. И тогда они приняли чудовищное решение. Темной ночью они собрали вещи сына и отвезли его в дом ребенка. Екатерина, вся дрожа, поцеловала малыша в лобик и разрыдалась. Алексей даже не взглянул на него, просто развернулся и ушел первым. Так мальчик остался один. Максим рос в детском доме. Воспитатели старались окружить его теплом, но никакая чужая забота не способна заменить любовь матери и отца. Он видел, как других детей забирают в семьи,
а его снова и снова обходили стороной. Уже в 7 лет он осознавал, его внешность пугает людей. Каждый раз, когда кто-то из друзей уезжал к новым родителям, в его душе что-то надламывалось. И все же судьба сжалилась над ним. Когда ему исполнилось 9, в приют приехали Сергей и Ольга из Казани. Им было уже за 40, своих детей не было, и, увидев Максима, они сразу почувствовали родство. «Он выглядит таким печальным», — заметила Ольга. «Мы хотим подарить ему счастье». Они забрали мальчика, дали ему дом, любовь и оплатили операцию по удалению горба. От гипертрихоза вылечить его было нельзя, но приемные родители научили сына принимать себя и не оглядываться на чужое мнение. Шли годы. Максим вырос, окончил школу, поступил в медицинский и стал хирургом. Он много и честно работал, спасая жизни людей. Однажды вечером в клинику привезли мужчину, попавшего в аварию. Максим, надев халат, зашел в операционную и остолбенел. На столе лежал человек, невероятно похожий на него самого, только старше. Черты лица, разрез глаз, нос, словно в зеркале. 5-часовая операция прошла успешно. Когда Максим вышел в коридор и увидел жену пациента, он изумился еще больше. Женщина была поразительно похожа на него, особенно глаза. Взглянув на Максима, она побледнела и разрыдалась. Это была Екатерина. Дрожащим голосом она призналась: много лет назад мы отказались от собственного сына, он родился не таким, как все, и мы испугались. С тех пор это бремя с нас не снять. Может, он тоже мог бы стать врачом, как вы. Максим все понял. Сердце бешено колотилось, он с трудом сдерживался, чтобы не выдать себя. Дома он рассказал все приемным родителям, а позже запросил документы в детдоме, подтвердившие, что он и есть тот самый ребенок. Через 2 дня он снова пришел в больницу. Алексей лежал в палате, Екатерина сидела рядом. Максим подошел и сказал: «Вам нужно простить самих себя. Ваш сын вас простил». Он обнял их обоих. По щеке скользнула слеза, но он тут же смахнул ее. Он решил не открывать правду, пусть для них это останется тайной. Он не хотел бередить старые раны. И его жизнь впереди. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!